Всем привет! Вы на канале Dasha Models, и сегодня я буду строить деревянную модель от фирмы Baumi. И это видео будет экспериментальным, ведь я попробую окрасить эту модель. Так что давайте вместе со мной посмотрим этот эксперимент. Поехали! И давайте посмотрим на этот конструктор. Тут даже нет коробки, просто 2 листа фанеры, инструкция, и все упаковано вот в такой целлофан. Нам обещают 43 масштаб, 109 деталей и размер готовой модели, соответствующий 43 масштабу. В комплект входят у нас листы с деталями, шлифовальная бумага и иллюстрированная инструкция. Нам потребуется еще клей ПВА. Я буду использовать вот такой вот, у меня он в промышленных уже масштабах. Этот набор, кстати, произведен в Костроме. Давайте откроем. На самом деле, вот такой вот облегченный вид упаковки мне нравится даже больше, чем коробка. Так, на вот этом информационном листе на обратной стороне есть также некоторая информация о других моделях фирмы Baumi. И тут представлен КРАС, К701 и КАМАЗ. Также тут предлагается посмотреть весь ассортимент на наших маркетплейсах. Ну что ж, открываем. Дальше. Так. Инструкция. Обещанная наждачка. И приступаем. Сборку будем начинать с, я так понимаю, элемента, похожего на двигатель. Или нет? Нет, это, наверное, баки будут. Так что давайте действовать по инструкции. Тут все предельно понятно. Итак, начинаем. Ну а конструктора Baumi вы можете купить на любом маркетплейсе, который известен вам. Я думаю, в каждом уже доме есть по несколько ПВЗ разнообразных маркетплейсов нашей страны. И также эти наборы вы можете купить и на модельной лавке. Ну а у Baumi очень богатый модельный ряд. Вы можете купить хоть вот такой легковой автомобильчик. Я так понимаю, что это Нива, и она в 24 масштабе. Также у них богатая линейка и 43-го, и 35-го масштаба. И там и танки, и самолеты, и все, что вы хотите, и даже автобусы с тракторами. Ну и также в их ассортименте есть вот такой сельский дом и даже церковь. И они в 35-м масштабе, все, что нужно для ваших диорам. А, кстати, в этом наборе даже есть диодная лента на батарейках, и можно сделать освещение в этом доме. Так что очень рекомендую обратить ваше внимание на эту фирму. Ну а ссылки на Озон и Вайберис есть в описании. И очень удобно, что в этих наборах сборка идет как бы пошагово, и, соответственно, нумерация всех деталей идет просто по порядку. То есть для первого шага нам потребуются детали от 1 до 7. Следующий шаг, соответственно, 8, 9, 10 и так далее. Это очень удобно. И на рамочках эти детали тоже расположены по порядку. Искать ничего не надо, как это часто бывает на пластиковых моделях. Тут все просто. Нам потребуется инструмент, который уже есть в наборе. И с помощью его очень легко отделять детальки от рамочки. Первая, вот вторая, третья деталь. И 4 по 7. Они абсолютно одинаковые. Выдавливаем аккуратно. Все-таки это фанера, и она может расслоиться, если она недостаточного качества. Но тут все вроде хорошо. Так, 9 я выдавила заранее, но пока пусть лежит в сторонке. Собираем первый шаг. Располагаем детали как на схеме, чтобы нам было удобно и понятно. Так, потом маленькую детальку номер 2
Так. И сверху, наверное, это все-таки какая-то подножка будет, судя по рисунку. Соединяем. Так, детали плохо держатся. И все-таки воспользуемся клеем. В этом плане клей ПВА очень удобен, потому что он высыхает и полностью впитывается в детали из дерева. И можно не аккуратничать слишком. Естественно, выравниваем. И немножко прижимаем. Так, ну а пока детали сохнут, приступаем к дальнейшей сборке. Так, первый шаг готов. Приступаем. Так, второй шаг это просто показывает готовый результат. Собственно, такой у нас он и получился. Третий шаг. Деталь номер 9. 10. 11. 12. Располагаем детали как на схеме и собираем. Большое спасибо всем моим спонсорам, которые продолжают поддерживать мой канал и благодаря которым видео продолжают выходить регулярно. Оформив подписку на мою страничку на Boosty, вы не только делаете благое дело, но и также получаете дополнительный контент обо мне. Ссылочка на Boosty есть в описании к видео. И также пожертвования вы можете отправить мне на мою карту Сбер. Есть реквизиты в описании. Так, приступаем к следующему шагу. И здесь нам понадобится деталь номер 8. Аккуратно ее достаем из рамочки. Так, также нам понадобится деталь номер 13. Так, ориентируем по схеме и собираем. Теперь предыдущие шаги мы тоже вклеиваем. Ой. Так, давайте заканчивать сборку рамы. Для этого я взяла деталь номер 19. И это вторая половина. Соответственно, устанавливаем ее на те же точки крепления, что и первый. Клей в этом наборе обязателен. Без него ничего не держится. Так, устанавливаем бак. Я так понимаю, сюда, а сюда установится запасное колесо. И мы переходим к сборке кузова. Собираем сначала его днище. Устанавливаем ребро жесткости. Я так понимаю, место, которое будет крепиться на раму. И также брызговики. Так, пусть схватывается. Так, а мы пока достанем следующие детали. Борта. Тоже все по порядку. 42. Вот так. Первая рамочка у нас освободилась. Так, детальки чуть-чуть подравниваем. Так, проверяем, насколько у нас тут все склеилось. Мы можем вот так поставить и доклеиться. Так, устанавливаем борта. Соответственно, ящик у нас идет. Давайте сначала такой задний борт, судя по планочке для номера и имитации фонаря. Устанавливаем его сюда. Борт с этой стороны. Ящики у нас находятся в задней части, так понимаю. И необходимо сопоставить вот этот вот выступ. Что промазываем. Оп,
весь борт. Да, вот клей повакаешь, держится, схватывается намного дольше, чем любой другой модельный клей. Быстро собирать не получается, а хочется побыстрее. Вот в таком положении пусть детали скрепляются. Ну а теперь мы приступаем к сборке кабины. И нам потребуются детали 53, 54, 55 и так далее. И начнем, я так понимаю, с арок. Ориентируем деталь как на схеме. И соединяем. Клеем я уже заранее все промазала. С фарами и шилдиком КамАЗ. И зафиксируем все это, вот этой деталью. Кстати, кабина уже более-менее встает жестко. Ну вот уже кабина вырисовывается. Да. Следующий этап действительно сиденье. Так, следующим этапом у нас будет установка приборной панели. Это 63-я деталь. Конечно, она тут упрощенная. И руль 50, 65 и 64. Это на всякий случай, если эта деталь сломается, есть запасные детали, очень удобно. Надеюсь, все пройдет гладко. Так, и устанавливаем вот в эти прорези. Так, теперь нужны детали дверей, и они все это зафиксируют в нужном положении. Ну вот, почти все готово. Так. Так, здесь как будто бы надо чуть-чуть побольше силы. Так. И клей тут не нужен. Все защелкнулось. Я очень хочу порекомендовать мой телеграм-канал, а также мою группу ВК. В телеграме очень удобно принимать оповещения о моих новых видео, а также узнавать об анонсах моих построек моделей. Моя группа ВК – одна из самых крупнейших про моделизм на платформе. Там разгораются яркие дискуссии о моделизме, подписчики делятся своими работами и вдохновляются чужими. Так что все ссылочки на телеграм и на группу ВК есть в описании к видео. Вот, кабина готова практически. Итак, полуфинал нашей сборки. Собираем колеса. 5 штук я уже собрала. Осталось 6-е. Так, и устанавливаем. Думаю, даже можно вот... Нет. И за счет вот этих внутренних элементов наши колеса остаются подвижными. И фиксируем теперь эти колеса. Немножко клея. Это страшно, невозможно. Собственно, вот такое шасси у меня получилось со всеми 6 колесами. Собираем воедино наш грузовик. Здесь штырьки, там отверстия. И я думаю, они должны встать в распорку. Так, колесо сейчас поправим. Так. Даже без колеса удобней.
Так. Так, все. Кузов. Все. Вот такой получился КамАЗ. Да, с колесом сейчас приклею. Приступаю к окраске, и здесь я использую водные акрилы и просто кисточку. И в черный цвет я покрашу раму и колеса. И тут не обязательно быть очень аккуратной. Главное перекрыть цвет дерева. В белый цвет я покрашу переднюю облицовку радиатора, а в красный саму кабину. И дерево это довольно гидроскопичный материал, и поэтому краски нужно немножко побольше. Также я окрашу сиденье и руль, и в черный цвет я покрашу арки. Ну а кузов машины я сделаю синим, ярко-синим, и для этого я использую тоже водный акрил. Ну а за кадром я покрасила мелкие детали, такие как фары, буквы КамАЗ и дверные ручки. И вот такой КамАЗ у меня получился, довольно веселенький городской грузовичок. И надеюсь, это видео вам понравилось. До новых встреч. Пока-пока. И на самом деле это очень легко и просто. И выглядит это вполне реалистично. Пока.